Дейл Карнеги. Американский педагог, лектор, писатель, оратор-мотиватор. Основал курсы по самосовершенствованию и навыкам эффективного общения. Если вы хотите найти счастье, перестаньте думать о благодарности и неблагодарности и предавайтесь внутренней радости, которую приносит сама самоотдача. Без веры в Бога жизнь кажется бессмысленной, она превращается в трагический фарс. Критика является опасной искрой, которая может вызвать взрыв в пороховом погребе гордости. Запомните, что говорящий с вами человек в сотни раз более интересуется самим собой, своими желаниями и проблемами, нежели вами и вашими делами. От каждого недуга в этом мире лекарство есть, или вовсе нет спасения. Ты отыскать старайся то лекарство, а если нет его, не мучь себя напрасно. Людей надо учить так, как если бы вы их не учили, и незнакомые вещи преподносить, как забытые. Во все времена держите свой ум открытым к изменениям. Приветствуйте их. Добивайтесь их. Сильное желание чему-то научиться – это уже 50% успеха. Для того, чтобы обрести счастье, не нужно ждать благодарности от людей. Просто творите добро ради собственной радости и ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям. Вы получите больше друзей за 2 месяца, интересуясь ими, чем за 2 года, стараясь заинтересовать их. Вы счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, и не в связи с тем, кем вы являетесь, где находитесь или что делаете. Ваше состояние определяется тем, что вы об этом думаете. Если мы хотим завести друзей, давайте будем делать для этого что-нибудь, требующее от нас нашего времени, энергии, бескорыстных чувств и внимательности к другим. Хорошо отзывайтесь о людях, и они будут стремиться соответствовать вашему мнению о них. Лучший способ подготовиться к завтрашнему дню – сконцентрировать свои силы и способности на наилучшем выполнении сегодняшних дел. Перестаньте беспокоиться и начните жить. Внимательно слушать – это самый большой комплимент, который мы можем сделать человеку. Ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. Сегодня, если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов. Груз будущего
прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных. Сбрось лишнее, проще жить будет. Единственный способ победить в споре — в него не ввязываться. Люди упрямы по своей природе, и порой проще заставить барана отойти от новых ворот, чем убедить собеседника, что он не прав. Вместо того, чтобы осуждать людей, постараемся понять их. Люди притягивают к себе не то, что хотят, а то, чем они сами являются. Человек без улыбки на лице не должен открывать лавку. Существует лишь один способ извлекать пользу из прошлого. Он заключается в спокойном анализе наших прошлых ошибок, чтобы никогда не повторять их в будущем, а затем следует полностью забыть о них. Самая чистая радость — это радость, которую нам приносят неприятности других людей. Мы теряем столько времени, мучаясь от обид, о которых через год и не вспомним. Нет, надо посвятить свою жизнь действиям и чувствам, достойным человека. Пусть нас воодушевляют великие мысли, подлинные привязанности, бессмертные деяния. Ведь жизнь так коротка, чтобы растрачивать ее по пустякам. Изменяя наши мысли, мы способны изменить нашу жизнь. Критика подобна почтовому голубю, она всегда возвращается обратно. Любой глупец может критиковать, осуждать и выражать недовольство, и большинство глупцов так и делают. Но для того, чтобы проявить понимание и быть снисходительным, требуется сильный характер, самообладание. Счастье не зависит от того, кто вы и что вы имеете. Оно зависит исключительно от того, что вы думаете. Безусловно, ваш муж имеет свои недостатки. Если бы он был святым, он бы никогда не женился на вас. Наше душевное спокойствие и радость бытия зависят не от того, где мы находимся, что мы имеем или какое положение в обществе занимаем, а исключительно от нашего умонастроения. Маленького одинокого человека очень легко сломить, но когда душа его черпает силу у Бога, он становится непобедимым. Мы соприкасаемся с окружающим нас миром четырьмя, и только четырьмя точками. Нас оценивают и классифицируют по этим четырем точкам контакта: что мы делаем, как мы выглядим, что мы говорим и как мы это говорим. Мы редко устаем, занимаясь чем-то интересным и увлекательным. Чем значительнее человек, тем больше удовлетворения получают люди, оскорбляющие его. Чтобы быть интересным, будь интересующимся. Льстить значит говорить человеку именно то,
что он о себе думает. Скажите о себе все то, что собирается сделать ваш обвинитель, и вы лишите ветра его паруса. Стремление свести счеты обходится очень дорого. Сам Бог не судит человека, пока не окончатся дни его. Почему же должны судить мы с вами? Считайтесь с неизбежным. Если вы знаете, что не в ваших силах изменить или исправить какое-либо обстоятельство, скажите себе: это так, это не может быть иначе. Несправедливая критика часто означает хорошо замаскированный комплимент. Это значит, что вы вызываете зависть и ревность. Помните, что имя человека – самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от условий внутренних. Выражение, которое женщина надевает на свое лицо, оставляет большее впечатление, нежели платье, которое она надевает на свое тело. Не подражайте другим, найдите себя и оставайтесь собой, ведь зависть – это невежество, а подражание – самоубийство. Самый лучший способ заставить человека что-то сделать – это сделать так, чтобы он сам захотел это сделать. Веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее. Каждый человек хотя бы в течение 5 минут в день бывает набитым дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот предел. Умейте встать на позицию другого человека и понять, что нужно ему, а не вам. С тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир. Вы счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, и не в связи с тем, кем являетесь, где находитесь или что делаете. Ваше состояние определяется тем, что вы обо всем этом думаете. Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Если человек пытается использовать тебя в своих целях, вычеркни его из числа своих знакомых. Три четверти людей, с которыми вы завтра встретитесь, жаждут сочувствия. Проявите его, и они поймут вас. Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и забыть. Помните, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. В этом мире каждый ищет счастье, и существует только один способ, один верный способ, чтобы найти его. Это контроль над своими мыслями. Самый верный путь к сердцу человека – это беседа с ним о том, что он ценит превыше всего. Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды.
В этом мире есть только один способ заслужить любовь: перестать требовать ее и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность. Если захочется переделывать людей, начни с себя, это и полезней, и безопасней. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых эффективных. Дейл Карнеги. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.